Привет, меня зовут Михаил, и, как многие знают, я очень люблю итальянскую еду. Сегодня еще одно классическое блюдо из Болоньи. Паста болоньезе – это примерно как для нас борщ, да, то есть все умеют, не все умеют правильно, но вариаций рецептов масса. Что мне нужно? Мне нужна копченая грудинка, да, я ее мелко порубил. В этом блюде очень важно размер кусочков, да, то есть чем мельче, чем лучше. Я сделал мирапо, да, мирапо я порубил морковь целиком, 2 стебля сельдерея порубил, мелко порубил лук, то есть все должно быть единообразно. Когда вам говорят, что режьте как умеете, это неправильно, да, то есть нужно резать правильно. Фарш. Я смешал 500 грамм говядины и примерно 150 грамм свиной шеи. Здесь тоже тема такая. Некоторые считают, что нужна только говядина, ну, некоторые делают смесь. По-хорошему, конечно, нужно делать не фарш, а нужно также мелко рубить ножом, но это, уже, перебор. Мелко порубленный чеснок, лавровый лист, мускатный орех, немножко гвоздики, пассата из помидоров. Это перетертые помидоры. Если вы ее не купите, можно заменить помидорами в банке, которые надо просто через блендер пропустить. Томатная паста, топленое масло, немножко майорана, ну и, конечно, куда же без вина. И еще мне нужен говяжий бульон. Блюдо неторопливое, делается долго, поэтому, чтобы не было скучно готовить, я себе сделал Блади Мэри, кровавую Мэри, лед, немножко водки, томатный сок, ворчестер, лимонный сок, острый соус, ну и оставшийся сельдерей. Вот теперь можно готовить. Топленое масло, довольно щедро. Кастрюля нагрелась, масло растопилось. Теперь я сюда добавляю мелко порубленную панчетту. Примерно 100 грамм у меня здесь. И мне нужно ее обжарить до золотистого цвета. Как же хорошо готовить по утрам. Свиная грудинка у меня превращается в шкварки. Она отдала немножко жира. И теперь все очень просто. Я добавляю все мясо, весь фарш. Добавляю мирапо, чеснок, лаврушку. Все, кроме мускатного ореха. Немножко майорана. И мне это нужно обжарить в кастрюле. Вообще, с Болоньей очень интересная история. Да? У нас все помнят плащ Болонью, да, который тоже произошел оттуда. Но Болонья является университетским городом, и поэтому там люди много жрут традиционно. То есть денег немного у студентов, кушать хочется. Поэтому Болонья славится вот этими такими очень богатыми, мощными, сытными блюдами. Да? И, конечно, паста болоньезе – это один из примеров того, как это на самом деле происходит. Я это блюдо сегодня тоже делаю по просьбе одного студента. Это мой сын, он учится далеко от дома, да, и, видимо, тоже с голоду стал готовить и очень просил показать, как делать это блюдо. Соус должен готовиться довольно долго, 2-3 часа, но вы можете сделать его много, а потом просто заморозить. Мясо у меня с овощами немножко подрумянилось. Мне не нужно его зажаривать, да, то есть здесь из овощей, из мяса выходит жидкость. Я беру пассату. Как я говорил, вместо пассаты можно использовать лучше, конечно, итальянские помидорные соусы, да, но вот как это выглядит. Это просто перетертые томаты. Добавляю сюда. У меня мясной бульон, который я сделал заранее. Примерно пол-литра. Я сделал это для того, чтобы смыть остатки помидоров с банки. Перемешаем. Вино. Когда мы готовим с вином, нужно иметь в виду, что готовьте с нормальным вином. Да? То есть то вино, которое вы можете пить, с ним можно готовить. Не покупайте совсем дешевую гадость, да, потому что вино формирует вкус. И здесь очень важно, чтобы вино у вас было нормальное.
Ну, не фонтан, но вполне прилично. Пить можно. А тем более можно с ним готовить. Примерно 250 миллилитров. Вот пока у меня такой очень жидкий супчик получается. Да? Но мы это исправим постепенно. И добавляю немножко томатной пасты. Она добавит аромата умами и добавит цвета соусу. Примерно 2 столовые ложки. Перемешиваю. Мускатный орех. Его нужно аккуратно очень использовать, потому что он имеет очень сильный яркий аромат, да, поэтому не переборщите. Немножко подсолю. Я сейчас не пытался посолить на все деньги, да, потому что соус будет увариваться, он выкипит. И я не хочу, чтобы было пересоленый. То есть просто немножко, а потом, когда уже соус практически будет готов, я все это дело досолю. На этом, дорогие мальчики и девочки, мы уходим отдыхать примерно на 2 часа, на 2,5. Надо только снизить огонь, чтобы кастрюля едва-едва кипела. Конечно, нужно периодически смотреть, там, чтобы ничего не пригорело, перемешивать, да, но в принципе все. То есть теперь соус будет вариться примерно 2,5, лучше 3 часа. Он насытится всеми ароматами, он приобретет однообразность. А потом мы сделаем какую-то пасту, решим какую, да, и, собственно говоря, будем есть. А то, что у нас останется, мы можем заморозить и использовать позже. Ну, только крышкой сначала закрою. Я периодически помешивал рагу. И готовьтесь, вот что у нас получилось. Та-да! Вот какая великолепная красота. Очень нежная, очень ароматная. Единственное, чего не хватает соли, да? Я довольно щедро досаливаю, потому что я вначале солил совсем чуть-чуть. Ну и сейчас уже нужно сделать окончательный вкус. Перемешиваю. Пробую. Блин, попал с первого раза. Вообще идеально. Ну а теперь самое сложное. Придется делать такой настоящий мужской выбор. Потому что какую пасту мне взять? У меня и много. Бавета. Это такая очень тонкая, плоская паста, похожая на спагетти. Я люблю их больше, чем спагетти, потому что они немножко шире. Букатини. Это круглая паста с дырочкой внутри, тонкой. Мафалдини. Это плоская рифленая по краям паста. Каламарата. Это короткая паста с большой дыркой, куда забьется прекрасно очень много соуса. Вы будете смеяться, это макароны. Вот, все, что у нас называют макаронами, на самом деле это вот именно этот продукт называется макароны. Ну и, конечно, фетучини. Это плоская, достаточно узкая паста. Тальятеле. Тоже плоская, еще более узкая паста. И у меня есть тоже любимые мной папперделли. Я с ними уже готовил икру. Это плоская, широкая паста. Совсем будет хорошо. Что выбрать, не знаю. Ини, мини, мани, мо. Ну вот давайте возьмем букатини. Как будто макароны, да, у нас будут. Значит, на одну порцию мне надо примерно вот столько, где-то здесь 80-100 грамм. У меня кипит вода. Бросаю пасту, солю. Ну, паста как начинает размокать, ее можно согнуть, да, можно ее, в принципе, было бы сломать пополам, но я как-то люблю, когда она подлиннее. И эта паста варится 12 минут. До состояния аль денте мы всегда варим, да, то есть мы не хотим, чтобы у нас паста была переваренная. Варится на таком вот медленном кипении, да, то есть не нужно, чтобы вода там бурлила, вот, но и не нужно, чтобы она совсем была тихая, да. Идеально. Хватит. Сливаю. Ну и теперь все совсем просто. Перекладываю в тарелку. Еще раз перемешиваю соус. Добавляю немножко соуса к пасте. Мне это нужно для того, чтобы
немножко перемешать, дать пасте цвета, чтобы она не слипалась, да? Перемешиваю пасту в тарелку. Ну, не очень красиво, но мы не в ресторане. Еще чуть-чуть. Щедро соуса. Вот такая вот красота. Пармезан. Не терпится попробовать. Ой. Это просто обычное, человеческое, простое счастье. Ну, еще, если бокал красного вина. Кстати, к этому нужно, конечно, только красное. И желательно такое довольно мощное. У меня каберне савиньон, собственно говоря, с которым я делал соус. Так что всем студентам на заметку, да, это не пропадет. Остатки я переложу в контейнеры и заморожу. А это просто наслаждение. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, конечно же, готовьте. Это здорово, это интересно, это увлекательно. Я просто обожаю готовить.